Привет! Сегодня выходной, и с утра мы решали, куда нам лучше поехать – на море или в горы. На улице очень жарко, больше 30 градусов, поэтому хотелось воды, моря. Но сама по себе дорога к морю прямая, ровная автострада. Дорога в горы гораздо эмоциональнее, там серпантины, там красивые виды, извилистые узкие дороги. Ну а чтобы все-таки не отказывать себе в возможности искупаться в жару, мы решили, что поедем на горное озеро. Оно называется Лаго ди Зувиано, мы его знаем, там уже бывали, даже видео есть, посвященные на нашем канале этому озеру. Там всегда очень холодная вода, она не прогревается даже в самую жаркую погоду. Но если все-таки хватает мужества залезть в эту ледяную воду, то потом получаешь огромное удовольствие. Виды вокруг озера тоже радующие. Лес, там начинается национальный парк. Не заповедник, конечно, но что-то вроде резервации, где очень ограничена деятельность человека. Там нельзя ни жить, ни строиться, ни работать. Таким образом сохраняется максимально природа. Наша зона Имола, Болонья находится на равнине, и ближайшие горы, это Апеннины, находятся немного южнее, в сторону Тосканы. Если мы едем в горы, то наш маршрут мы практически всегда начинаем строить от кафе Ратикоза. Оно находится в точке пересечения дорог, которые ведут из разных городов. Флоренция, Болонья, Равенна, наша Имола, несколько маленьких городов. Это все встречается и пересекается на горном перевале, который также и называется Ратикоза. Рядом есть другие перевалы. И это точка, куда со всех этих городов постоянно съезжаются байкеры, куда бы они ни ехали, они заезжают в это место, в это кафе, выпить хотя бы как минимум кофе, посидеть на холме, посмотреть на окружающую природу, на площадку перед баром, где всегда припарковано множество мотоциклов, особенно в хорошую погоду. И уже оттуда можно ехать дальше в любом нужном направлении. Совсем рядом с озером Зувиано, буквально в 5 минутах езды, находится еще два озера. Одно из них называется Лаго ди Бразимоне, мы там были. Оно нам гораздо меньше понравилось, чем озеро Зувиано, потому что прямо вокруг озера идет дорога, совершенно нет ощущения, что ты находишься на природе. Очень много людей, само по себе озеро маленькое, и, по-моему, там, в общем-то, и не купаются. Максимум, что можно, это привезти свой мангал с углями и что-то пожарить, находясь постоянно среди людей при этом. Но на озеро Зувиано, я забегу вперед, мы сегодня, к сожалению, не попали. Прямо на подъезде нас остановила полиция. Оказывается, все дороги вокруг озера оцепили и перекрыли, потому что на этой территории как раз сегодня проходили соревнования велосипедистов. Это вполне нормальное явление для Италии, когда проходят какие-то заезды или марафоны велосипедистов, полиция перекрывает дороги, даже общественный транспорт меняет свои маршруты либо время следования. Сейчас нас остановили, женщина полицейская спросила, куда мы едем, услышала, что на озеро, и посоветовала нам два ближайших. Вот то самое Бразимоне, про которое я уже говорила, что оно нам не особо понравилось, либо озеро Санта-Мария, на котором мы еще ни разу не были, но она нас предупредила, что оно еще меньше и еще менее интересное. Но мы все же решили поехать посмотреть новое место, по крайней мере, мы его еще ни разу не видели. Ехать на мотоцикле, как нам и сказала полицейская, около 5 минут. Мы захватили с собой пьедины, это что-то вроде такого большого блина с мясной овощной начинкой, и собираемся пообедать. С дна озера прям густым лесом поднимаются водоросли. Мы не увидели, чтобы здесь хоть кто-то купался. Когда смотришь в воду, сразу понятно, что там очень глубоко, прямо от берега. Нам не захотелось даже руки мочить, если честно. Но вот посидеть на берегу, посмотреть на воду, послушать природу, размяться после нескольких часов езды, конечно, очень приятно. Зона вокруг озера гораздо больше напоминает какой-то городской парк, чем место для отдыха на природе. Здесь много людей отдыхающих. Мы часто ездим в лес с палатками, и таких мест, куда можно поехать с палатками дикарем, то есть не на кемпинг, а просто на природу, где ты стал, и никто тебя не видит, и ты никому не платишь за то, чтобы там стоять, а самое главное, ощущаешь себя.
на природе, а не в какой-то выделенной специально зоне. Таких мест в Италии очень мало, и когда мы куда-то ездим, мы их ищем. Каждая поездка – это в том числе и небольшая разведка. Есть ли здесь куда приехать, где остановиться, чтобы хорошо провести время именно на природе дикарем. И таких мест, вот то озеро, куда мы сегодня не попали, это было одно из таких немногочисленных мест. Сейчас такое ощущение, что нам навстречу едет сноп сена. Я не знаю, как этот тракторист видит дорогу, а дорога здесь очень извилистая и сложная. Хотя, конечно, скорость у него не наша. Ну что ж, до дома примерно 2 часа езды. Искупаться нам сегодня, к сожалению, так и не удалось. К счастью, даже если на улице больше, чем плюс 30, и даже если ты в куртке, уплотненных джинсах, на мотоцикле эта жара практически не ощущается, иначе бы мы просто умерли. Ну и сама по себе поездка как процесс приносит огромное удовольствие, независимо от того, куда и зачем ты ехал, что у тебя получилось, с чем ты возвращаешься обратно. Сам процесс поездки – это просто кайф.